Наташ, привет! Привет, Наташа. Мы сегодня собрались поговорить о такой сложной теме, о разводах, Мгм. в эмиграции. И, Наташ, спасибо большое, что ты согласилась рассказать свою собственную историю. Спасибо А, за приглашение, конечно. Расскажи, пожалуйста, когда это случилось, сколько лет вы уже были на тот момент в Америке, кем ты работала, ну и Мгм. насколько вообще сложно было прийти к этой идее развода? Мгм. Да, это сложная тема. Развод на самом деле сложная тема. Мне кажется, наши социальные сферы делают его сложнее. Когда как бы это происходило со мной, это было 14 лет назад. Мгм. К тому времени мы были в Америке уже достаточно долгое время, лет 12. Мгм. Дочь моя была уже более-менее взрослая, ей тоже было 13 лет. Мы были женаты 14 лет к тому времени. То есть на самом деле уже такое долгое время вместе, достаточно долгое время в Америке, чтобы более-менее установиться. У нас уже была, как бы у нас был свой дом, у нас у обоих были профессии, мы оба работали. Независимый ребенок, скажем так, более-менее, на которого Мгм. не надо Мгм. как бы брать няню или чтобы кто-то смотрел. Она могла быть одна дома, если что, в таком смысле независимая. И такое решение, мне кажется, никогда не приходит легко. Никто не женится и не выходит замуж для того, чтобы развестись. Это, я не думаю, что это когда-либо ожидаемый результат. По Мгм. крайней мере, людьми вовлечены в самой семье. Ам, Чаще всего, мне кажется, это происходит, когда что-то меняется серьезным образом и что-то не меняется. И это как бы получается такой дисбаланс в семье, который восстановить очень сложно баланс, и нужно приложить усилия, скорее всего, может быть, с помощью снаружи, например, психолог или Мгм. семейный консультант, но в этом процессе обе стороны должны быть очень активно заинтересованы и задействованы. Мгм. И то есть, если нет этого как бы желания, возможностей, люди, то есть, мне кажется, скорее всего, развод неизбежен. И мы оказались в такой ситуации. Мы оказались в такой ситуации. У меня никогда не было, скажем так, настроенности воевать за что-то там, да, потому что явно это влечет за собой, как мы поговорим дальше, раздел имущества. Мгм. Ам, я всегда как бы так миролюбиво относилась ко всем. Я не люблю конфликты. Мгм. И опять же, абсолютно незнакомая система. Мы совершенно не знали, что происходит. Это решение приняла я со своей Мгм. стороны, но я даже не приняла решение. И я решила узнать, как это происходит и что это значит, для того, чтобы, скажем так, иметь это как вариант. Не вариант моей злобы, скажем так, или моей мести, а вариант, если мы оба решаем этого не делать, то мы уже как бы знаем, в каком направлении двигаться, да, то есть чтобы не затягивать процесс. Мгм. Потому что процесс в любом случае длительный. И, скажем так, да, я узнала очень много как бы о самом процессе в то время сама, и я расскажу, как и что как бы я узнала. И к тому времени, когда у нас уже происходил этот разговор с моим бывшим мужем, я уже знала, какие следующие шаги надо будет предпринять, в зависимости от того, в каком направлении мы решим двигаться. Мгм. Я поняла. Слушай, а ты упомянула, что это происходит, когда что-то очень сильно меняется, а что-то совсем не меняется. Вот ты имеешь в виду, в принципе, в жизни что-то сильно меняется или именно в отношениях? Я думаю, я имела в виду в людях, да. М, То есть мы все в каком-то образе растем и м, развиваемся. И с другой стороны, часто люди решают не изменяться, да, и мгм, оставаться с определенными принципами и действиями, которые они думают, что так должно работать.
Да. Мгм, мгм. То есть, скорее всего, это принципы людей, поведение людей, то, как они относятся к окружающей среде, которая 100% меняется. Да? Окружающая среда всегда меняется, да? Где мы живем, в обществе, в стране, в глобальном уровне, на работе, все движется как бы вперед, люди вокруг нас. И поэтому люди решают, как им как бы жить в этой среде. То есть некоторые меняются и хотят двигаться и изменять что-то, другие может устраивать, скорее всего, постоянство и то, с Мгм. чем они знакомы, где они чувствуют себя безопасно. Ну да, я тоже слышала эти истории, когда, допустим, люди переезжают, особенно это Да. подсвечивается, потому что кто-то адаптируется быстрее, кто-то адаптируется медленнее, кто-то вообще не адаптируется, Мгм. и да, может появляться вот этот дополнительный разрыв, которого раньше не было. Мгм. Да. Окей. И про систему, да, ты сказала, что ты начала узнавать на всякий Мгм. случай заранее, и мне кажется, это правильное решение, потому что если ты об этом думаешь, естественно, тебе нужно понимать, как это делать. Вот Мгм. скажи, пожалуйста, что ты делала, как ты об этом узнавала, что ты знала вот на момент, Мгм. когда ты предлагала развод? Да, значит, мне повезло немножко. Опять же, о разводе я никогда не думала. Я всегда пыталась, как изменить что-то в наших отношениях, чтобы продолжать как бы более здоровые отношения. В какой-то момент я об этом говорила с подругой, с которой я работала, и она знала, потому что кто-то из ее друзей прошел Мгм. через похожий процесс, поэтому она мне посоветовала обратиться в организацию, которая на самом деле, скажем так, организация law firm, Мгм. да, Юридическая контора. юридическая контора, которые предлагают, и они до сих пор это предлагают, 14 лет спустя, я проверила, они все равно это предлагают, бесплатную консультацию. Они занимаются семейным законодательством, и у них каждый какой-то день, не помню, или в четверг, или в пятницу, каждую неделю один из их адвокатов ведет консультацию бесплатную, как бы про М, боно называется, да, в Америке, и ты можешь приходить каждый четверг. Им надо позвонить, чтобы сделать appointment, Ну, назначить назначить встречу. встречу, да, назначить встречу. Каждую неделю это разные адвокаты, то есть нет гарантии, что ты с одним и тем же будешь говорить, но это делает огромную разницу, потому что я ходила, наверное, Вау. раза 3-4, потому что у тебя появляются вопросы. И это очень легко, и они делают это все очень как бы приятно, скажем так. Они просто спрашивают: вот расскажи мне, какая у тебя ситуация, что ты думаешь, чего ты ожидаешь, думаешь ли ты, что твой партнер захочет взять своего личного адвоката, думаешь ли у вас будут проблемы, много ли у вас имущества, будут ли проблемы делить, кто чье имя, какие-то личные владения, скажем так, да, что-то приписано к одному и Мгм. не приписано к другому. То есть они задают такие, как бы, более-менее general вопросы, узнать, как бы, какая ситуация семейная в законодательном плане происходит. И они объясняют весь процесс, они объясняют, что это значит, каким образом будет происходить развод, какие документы, какое время можно ожидать, что будет происходить с ребенком. То есть они тебе абсолютно все объясняют. И ты можешь приходить каждый раз к ним опять. Они заводят на тебя, скажем так, папку какую-то или документы, где они как бы М. записывают твои ответы, чтобы в следующий раз ты пришел, они могут посмотреть: о, да, мы сказали это. То есть это бесплатно, 1 час в неделю ты можешь пойти проконсультироваться. И это сделало огромное. То есть потом в какой-то момент я решила, что да, я хочу как бы двигаться вперед с этим, до разговора еще с моим мужем. И то есть это очень элементарно, как бы начало, само начало Мгм. процесса. То есть имена, просто имена, фамилии, адрес, скажем так. И да, и то есть я как бы уже шла в этот процесс, имея информацию, и как бы какое-то понимание о том, сколько это займет. Вау. Ну, то есть это какой-то волонтерский проект для них, да, вот этот один Мгм. день в неделю. Это очень здорово, потому Мгм. что час работы юриста здесь может стоить очень дорого. Это Да. несколько сотен долларов, да? Да, от 200, по-моему, от 250 или от $200 и выше, зависит Окей. от их практики, скажем так. Обычно разные адвокаты в одной и той же фирме имеют разные как бы платежи в Мгм. зависимости от их статуса. Мгм. Да, Окей. очень дорого. Да, это очень выгодно. И я абсолютно как бы говорю всем об этом. Несколько раз я как бы, когда я узнаю, что кто-то из моих друзей, может, проходил через процесс, или они знают кого-то, я всегда, у меня на списке эта фирма, я всегда делюсь, да.
очень удобно. Очень здорово. Да, знаешь, я тоже всегда удивляюсь, что в Америке, с одной стороны, очень многие вещи стоят безумно дорого, Мгм. но с другой стороны, практически всегда, особенно если вот в такой кризисной ситуации, ты можешь найти что-то бесплатное, Мгм. потому что очень много негосударственной бесплатной помощи. Да. И я помню, что мы действительно были в шоке. То есть я знала, что примерно в Америке, да, поддерживается благотворительность и разные организации, но насколько это распространено, Мгм. это, да. Много, да. Даже от вот, государственная помощь, негосударственная помощь, да даже от самих этих организаций и фирм, потому что это выгодно в таксовом плане, да, то есть эти часы, Мгм, которые они мгм. дают, это, как бы не поддается таксам, то есть Да, с точки зрения налогового налоговой, да. законодательства. Мгм. Кстати, да, здесь действительно вот мы подавали налоги в Европе, когда мы жили, и мы подаем налоги здесь. Я в шоке, сколько всего, как вот частное лицо я могу списать с Мгм. налогов в плане Да. благотворительности. Да, Мгм. то есть здесь действительно налоговое законодательство под это заточено. Да. И ты сказала, что у тебя было примерное понимание от этой фирмы. Мгм. И расскажи немножко про процесс. Да. Да, процесс, скажем так, не очень длинный, если все согласны, да, Мгм. если люди сами могут обсудить и решить все. Но есть определенные стадии, которых избежать нельзя. Разные штаты имеют разные законы, часто варианты законов о разводе, но в основном процесс очень похож. И вначале, мне кажется, большинство штатов, но я не знаю 100%, у нас в штате дается как бы grace period. То есть тебе дают время 100% убедиться, что ты хочешь разводиться, да, то есть М. и я, честно говоря, не помню, или 60 дней, или 90 дней в нашем штате. То есть То ты есть вы подаете заявку, и после этого вы должны ждать время, прежде чем начинается процесс. Мгм. Мгм. Окей. Сначала начинается как бы separation, да, то есть обычно люди разъезжаются, да, разъезжаются в какой-то в каком-то, как бы, скажем так, в физическом, как бы, понимании этого слова люди разъезжаются and separate. Можно делать legal separation. Это отдельный процесс. Это есть специальное thing, like you legally you separated. Мгм. Я не знаю деталей. Ты все равно считаешься как бы законно ты замужем или женат, но законно ты разъехавший. Я не знаю, вот есть такое в России такое понятие, вот когда тебя М. законно Ну да, что раз вы больше не раз живете не вместе. живете вместе, да. То есть Я я тоже не думаю, я не знаю. знаю, как это происходит, но это есть такое. Это не обязательно для развода. Если ты законно был, как бы, если ты legally separated, ты не получаешь развод в конце автоматически, все равно нужно идти через М. процесс развода. Вот, по-моему, сначала, значит, ты как бы разъезжаешься, потом ты подаешь. И в этой процессе один подающий иск, да, тот, который Мгм. подает, Да. и вторая сторона– это ответная сторона. Мгм. То есть это происходит в таком смысле, то есть когда, вот как я сказала, что я сделала документы, я как бы заполнила документы с моим адвокатом, мы договорились, она мне заполнила. То есть это заняло 2 часа или что. И у меня были документы. А это ты сделала тоже бесплатно или? Но за это я уже платила. Окей. Это уже был первый шаг в процесс. Мгм. Я это сделала для того, чтобы... потому что следующий после file– serving. You have to serve the documents. И часто в фильмах показывают это, если кто-то кого-то судят, тебе приходит, you served, да, то есть ты должен подтвердить им имя обычно. То есть на это можно, да, полиция это может сделать бесплатно, это М. может занять дольшее время. То есть отдать документы второму Вручить человеку. документы Мгм. того, к кому это обращается Мгм. непосредственно иск. Ты можешь ждать сам, если ты чувствуешь себя как бы в безопасности, это сделать. И можно нанять, есть, по-моему, какие-то специальные компании, которые донесут это для тебя за деньги, да, то есть Мгм. сам процесс это обычно, если это не ты, потому что я знаю личность человека, если это кто-то другой делает, они обычно спрашивают, кто здесь такой и такой, по имени, фамилии, и человек скажет, я, вот вам, значит, you've been served. И Здесь от них говорят. нужна какая-то подпись, что они. Ничего не Окей. нужно, просто дал и все. И теперь это на них. Я это делала сама, то есть в течение я это сделала, потому что я просто хотела быть готовой к ситуации. Опять же, это сложно и это стрессово, и ты никогда не знаешь, как человек отреагирует, и поэтому я хотела сделать все как можно менее
как бы вовлеченно, да, как можно быстрее, это гладко, да, то есть Мгм. мой бывший муж в то время, он сказал, тогда будем подавать на развод, да, то есть в нашем разговоре, пока мы хотели, выясняли, я сказала, окей, тогда я вот начала процесс. То есть он И тебе он предложил, мне предложил развод, я сказала, окей, не да. зная, что ты уже Не зная, что собиралась я сделать сделала, что я документы. сделала документ, что я как бы Мгм. сделала этот первый шаг, что было очень сложно. И Да. это травматический момент такой, потому что, опять же, потому что как ты и сказала, это в другой стране, да, то есть найти вот эту группу поддержки, если бы не моя подруга, с которой я работала, я не знаю, какой позиции, какой процесс был бы, Мгм. да, но из-за того, что я, скажем так, подготовилась, и у меня была группа поддержки, с кем об этом поговорить, потому что я приехала, то есть, да, мы приезжаем в другую страну, у нас сложно делать друзей, заводить друзей, когда ты уже, скажем так, взрослый, с работой, ты занят, и дети. Вот, поэтому, да, у меня уже как бы этот первый шаг был, то есть вот это, значит, serve papers кому-то, это как бы следующий шаг после filing. И потом, значит, адвокат вводит как бы временные правила, да, Мгм. то есть это очень быстро описывается, легко делается. Обычно это не нужно, если обе стороны как бы, да, окей, разъехались, и this is fine, да, мы как бы можем сделать, давай будем работать над этим. Часто даже не нужно заводить второго адвоката, если стороны обычно Мгм. как бы могут переговоры вести между собой. Вот, то есть это вот следующий, да, вот временные, вот как бы временные законы, которые вводятся. После этого идет, то есть надо предоставить все финансовые документы адвокату, то есть все, чем ты владеешь, все, что указывает какую-то сумму денег, счета банков, если есть наличные деньги, если машины, то есть абсолютно все имущество, которое у вас есть, имущество и деньги, то есть это financial disclosure Мгм. делается. Мгм. Вот. И это как бы ведет в процесс discovery, это как бы, да, процесс, в котором они начинают все это подводить. Со стороны адвоката, то есть ты им просто приносишь документы, и они заполняют, скажем так, первый как бы черновик документов, где они пишут, окей. И по идее, так как бы мы договорились сразу в документах, что цену за развод мы разделим 50 на 50. Окей. То есть абсолютно все детали должны быть обговорены. И адвокаты это знают. То Мгм. есть это они тебе говорят, значит, вот, и у них это все как бы есть. Они знают, и это все будет То есть они записано. какой-то опросник тебе дают, Они да? дадут, да, они спрашивают все вопросы, потому что все это должно быть вписано в документы. Мгм. И вот это начинается, это вот financial disclosure, discovery, когда начинают узнавать больше, как что происходит, а где вы будете жить, а что у вас есть, как вы будете делить. Очень много. Дети особенно, это отдельный вариант. Это всегда сложнее. Я бы даже не смогла сказать, когда это сложнее. Когда дети взрослые и понимают, или когда они маленькие и не понимают, что происходит, но что-то происходит. Да? То есть, мне кажется, все, что я как бы хотела, это сделать как можно стресса на ребенка. Как можно меньше стресса. Как можно меньше вовлечения, изменений, как бы больших переворотов. У нее, скажем, не к счастью, но у нее уже были подружки, у которых семьи были разведены, Мгм. и они жили хорошо, как бы нормально. Все как бы общались, все были добрые, развелись, вот так вот получилось. Но как бы она не видела как бы в других местах, что это ужас будет сейчас, да, то есть вот у Окей. меня развелись, и семья распалась, и там страшно, да, то есть все это как бы Ну, то она есть она не нормально видела. отреагировала, Да, да? она отреагировала. Это было сложно для нее тоже, да, то есть М. потому что это все-таки большое изменение. Я не скажу, что это было просто легко, но, окей, see you next time. Но я старалась себя вести и как бы ни в коем случае не выражать через себя никакого стресса, не выражать через себя какой-то frustration с процессом или с людьми вокруг меня. Я себя старалась вести, как будто все нормально. Мгм. Да, и это как бы отражается на том, как она понимает этот процесс и как она на него реагирует, да, то есть самое главное, я буду себя вести, как будто это все окей, и мы через это пройдем, и бывают такие ситуации в жизни, когда сложно, и изменения очень большие и чувствительные, но это не самое страшное, что может произойти в жизни, да.
Ну да, то есть стабильный какой-то поддерживающий взрослый в этом плане Мгм. действительно очень важно. Да, да. И вот, значит, после этого, когда они как бы и адвокат все записывает, так как она как бы я начала этот процесс, и я как бы с ней говорила, как бы в нашем штате все делится пополам, 50/50. Вот все, короче, сумма всего имущества 50/50. Проблемы входят, когда начинается 2 дома, например. У нас был дом и квартира, да. Как это мы будем делить? Мы продаем все, мы разделяем все. Знаешь, то есть есть свои сложности. Там 2 машины легко, ты эту машину, я эту машину, да, например. Это да-да-да-да-да. Но вот имущество такое, как недвижимость, немножко сложнее, Мгм. потому что нельзя просто переписать дом на кого-то. Надо перефинансировать, и тогда меняется имя на доме. Окей. В То смысле, кредит перезаключить. Да, надо перезаключать займ, кредит, займ Мгм. с банком. Рынок поменялся трагически, к несчастью, к сожалению. То есть стоимость, что вложили, что не вложили, что делать? Продавать и делить прибыль, или делить убыток, или переезжать. То есть один переезжает в этот дом, этот в другом, этот дороже, этот дешевле, этот выгоднее, невыгоднее. То есть очень много деталей. Вот это сложно. Мгм. Потому что даже если адвокат может что-то посоветовать, как это сделать более, скажем так, fair, Ну, справедливо, более более справедливо. справедливо разделить, я бы рекомендовала, чего мы не делали, и я не знала, я бы рекомендовала советоваться с каким-нибудь финансовым профессионалом. Банки делают это. Если у вас есть банковская карточка, вы можете пойти, у них есть financial advisors. Часто они говорят обычно о том, как влаживать деньги. Но можно спросить, а как вести себя с недвижимостью, чтобы было выгоднее. Мгм. Часто в некоторых организациях предлагают финансовую какую-то обучение. То есть вот это важно узнать, как разделять все имущества. Привет, Ам. Лио. Он хочет быть вовлечен во все. Да. Вот. И потом как бы вот это все, когда уже вот в течение вот этого времени, если у вас есть дети, вам оба, в нашем штате, по крайней мере, обоим родителям надо пройти специальный класс о том, как вести себя с детьми в разведенной семье. Мгм. Опять же, адвокат даст эти все данные, вам надо будет позвонить, назначить, выбрать, какой день вам подходит. Вы будете там сидеть с другими родителями. То есть в моем как бы experience это был как бы комната, это записана программа по телевидению. Они прикатывают вам телевизор или спускают экран, и ты идешь туда, значит, и там профессиональный человек, который ведет этот класс. Вы смотрите фильм, где они обсуждают, как себя вести, чтобы сделать это не травмично для детей. То есть ты... Так. Лио, это уже перебор. Лио, мне кажется, я так не очень Не удобно. очень удобно. Давай, дружище, Come on. пойдем. Он как кошка. Так, ну, все. Лио. Они могут это срезать, да? Дружище, давай, пойдем погуляем. Come on, Leo. Let's go. скажем А так. скажите, вы прошли этот класс до того, как вы сказали дочке о том, что вы разводитесь? Но мы дочери сказали сразу. М, Мы дочери сказали сразу. Мгм. Потому что как бы папа съехал. Окей. Вот. Этот класс как бы взять надо обязательно всем по закону здесь. Не одновременно, то есть вы выбираете разные дни. И эти курсы, как бы, они по закону, ты должен их взять в любом случае, с любого возраста детьми. На самом деле очень интересно. И там можно спрашивать разные вопросы. Потому что одним из очень важных, скажем так, пунктов вашего договора, документа в разводе, это родительский план, да, parenting plan, где должно обговориться все. И, по идее, опять же, адвокат знает, что надо обговаривать. Такие вещи, как оплата за ребенка, кружки, машину. Вы будете ей покупать? Мгм. Машину. А вы об этом уже Об договариваетесь этом уже сейчас? абсолютно ты договариваешь. За ребенка родители ответственны до 18 лет. Мгм. То есть все, что происходит от этого момента до 18 лет, должно быть обговорено. Мгм. На что ты рассчитываешь, включая университет, включая школы, поездки,
отдых, отпуск с детьми, праздники, где ребенок будет проводить праздники с кем из родителей, по какой очередности. То есть неважно, кто получает родительские права, скажем там, да, то есть разделены или не разделены. То есть это то, где ребенок живет, то, где ребенок будет ходить в школу, выезд из штата, выезд из города. То есть абсолютно все детали обговариваются для того, чтобы потом не было конфликта. Мгм. Вплоть до того, что в моем родительском плане было обговорено, что если один из родителей плохо говорит о втором родителе при ребенке в любой ситуации, весь родительский план исчезает, и все права переходят на другого родителя. То есть Ого. такие детали очень важны, опять же, для того, чтобы защитить ребенка. То есть мы не только думаем о том, как сделать так, чтобы нам было окей разъехаться, но как защитить ребенка от наших проблем. Мгм. Мгм. И это часть родительского плана, и я думаю, что это одно из самых важных деталей обговорить. И опять же думать, когда вы разводитесь, думайте о благе ребенка, не о том, кто выиграл ребенка, не о том, где ребенок живет, что лучше для ребенка, что сделает ребенку спокойную, стабильную жизнь. Жить с одним родителем в одном месте, ходить в одну и ту же школу, иметь одних и тех же друзей по соседству в течение всего времени, да, то есть насколько важно вам, чтобы ваш ребенок переезжал каждую неделю от одного родителя к другому, что это за собой влечет, да, то есть это не конкуренция, кто выиграл родителя, Мгм. звание родителя года, это, как бы, скажем так, семейное такое, как бы должность, это семейная должность родителя обеспечить спокойствие, свободную, здоровую жизнь своего ребенка. И Очень важно. как вы в результате решили, сколько она времени проводила с тобой, сколько с твоим бывшим мужем? Значит, в результате мы решили, что она будет постоянно проживать со мной Мгм. и проводить каждые вторые выходные с отцом. М. И праздники. Мы как бы договорились, что каждый другой праздник с другими родителями. Опять же, у меня не было проблем с тем, что она будет проводить с ним время. Опять же, я просто хотела сделать так, чтобы у нее не было как бы вот этого дергания в течение недели или месяца, что она знает, что здесь она дома. У папы она тоже дома, это прекрасно, и я всегда чувствовала сейф, что как бы безопасно, что она с ним. У меня не было никаких, скажем так, подозрений или проблем с этим. Ну просто, знаешь, что она знает, что здесь она живет в течение недели, папу она видит тоже, когда она хочет. Мы ей сказали, она была взрослой, если ты хочешь провести каждые выходные с папой, или ты хочешь поехать с ними, провести с ним неделю или не в отпуск. То есть проблем нет с этим, да. Но на случай, если возникнут какие-то изменения, которых мы не ожидали и не хотим ожидать, иметь что-то законно зарегистрировано часто помогает. Ну да, это правда. Ну, то есть пока все нормально и все согласны, вы Да. можете как угодно себя вести, да, Да. и договариваться заново. Да, это на случай, если что-то меняется, Мгм. да, то есть обговаривание вот таких деталей, например, выезд из штата. Особенно с маленькими детьми, где, то есть, намного сложнее это может все происходить, если ты хочешь уехать в другой штат и увезти детей, кто-либо из родителей, да, это как бы делает жизнь другого родителя намного сложнее. Мгм. То есть поэтому все это важно, об этом важно договориться. И, то есть вот этот процесс начинает, вот время переговоров есть вот в этой как бы всем процессе, когда документы как бы заполнены, Мгм. все данные, все цифры введены, начинаются вот переговоры. Переговоры и settlement. Мгм. Опять же, не нужно не обязательно нанимать второго адвоката. Но важно, чтобы родители как бы могли говорить. То есть оба партнера, бывших супруга, скажем так, должны постоянно общаться, чтобы договариваться об этих деталях. Да? То есть у нас был процесс такого плана, что я брала документы и давала моему бывшему мужу. Он их забирал на неделю, смотрел, читал, может, советовался с кем-то и предлагал ответный вопрос или говорил, вот like, это подходит, это давай поменяем, я предлагаю поменять так. Я брала их назад, мы отдавали документы адвокату, чтобы они переписывали, то есть им надо переписывать, да, каждый раз, когда что-то меняется. Мгм. И за это платишь. Обычно это как бы 2 часа что-то им поменять в документах, перевести, знаешь, Окей. от часа до 2. И вот такого плана как бы мы согласились в конце, то есть мы оба подписываем документы, и это settlement. Это как бы settlement, мы оба соглашаемся на условия, данные в документах, и после этого как бы судья должен подписать
финальные документы. В суд второй половине идти даже не обязательно. Тебя представляет адвокат. Я с ней пошла, так как бы иск был мой. То есть мне надо присутствовать, что да, я... И все подписывается, и обе стороны получают копии документов. И как бы делают то, что было обсуждено в документах. Если там, например, мы продадим дом и разделим, то есть это все в документах обсуждается. Например, если вы будете продавать дом, мы продадим дом в течение года. Да, то есть ты обговариваешь абсолютно все детали. Ты не можешь сказать, мы продадим дом. Надо сказать, когда, то есть чтобы обе стороны имели права в этом случае. Окей. Но если не договариваешься, тогда это как бы начинается, ты даже можешь идти на trial. Как это по-русски? Судебный процесс. Ты можешь как бы идти в суд, да, привести, например, вторая половина может даже не быть второй половиной, но если оба партнера не могут договориться. Есть разные варианты. Можно нанимать человека, который помогает вам вести переговоры. Есть специальные люди, которые делают это. Можно 2 адвоката, которые будут обсуждать с собой. Все усложняется как бы сложностью характера и отношений самих людей, которые идут через этот процесс. В самых таких, скажем так, серьезных случаях судья принимает решение. Ты идешь в суд и говоришь, я хочу это, они говорят, я хочу то. Обе стороны объясняют, почему, и судья принимает решение так, как он считает будет правильно. Окей. По поводу детей еще хотела тебя спросить. Ты сказала по поводу имущества 50/50 стандартное. А по поводу детей, там есть какие-то стандарты? Ну, допустим, что обязательно сколько-то времени ребенок должен проводить с кем-то из родителей или нет? А по поводу финансов? Да, значит, по поводу финансов. В нашем штате назначаются алименты. Я не помню, как они называются, там, или child support. Это не child support, это как бы специально вот alimony или lifestyle support. Я не помню, как называется, но какая-то вот оплата есть стороны, которая не получает custody, да, то есть я была full custody. Это значит, что ребенок проживает со мной, что я оплачиваю. То есть и это включено. Даже если ты 50-50, да, они смотрят на твои доходы, на заработки обоих родителей. И они, да, как бы цель сделать так, чтобы ребенок жил в одинаковом лайфстайл в обеих ситуациях. То есть ребенок живет с тобой и с мамой пополам, но мама зарабатывает меньше, папа зарабатывает намного больше. То есть он выводит эту огромную часть дохода из семьи, поэтому ему надо доплачивать что-то маме для того, чтобы ребенок мог жить там в каких-то определенных условиях. То есть, по сути, чтобы жизнь ребенка не менялась с точки зрения качества жизни после развода по сравнению с тем, что было до развода. В обоих сторонах, да, то есть если иногда, если, например, родительское право делится 50/50, и ребенок проводит 50% времени с папой и с мамой, или с одним родителем, другим родителем, все равно это будет учтено. Это сумма, скажем так, немножко арбитрально, да, то есть они смотрят примерно так или так, нет какого-то вот числа, насколько я знаю, процента определенного нет. Сумма предложена, я думаю, что вам надо будет столько, то есть давай предложим столько. И потом другая сторона подписывает или отказывает, дает какое-то другое число, которое они думают должно быть или приемлемо в этой ситуации. Поняла. И сколько у вас занял весь этот процесс по времени? По-моему, 90 дней. По-моему, 3 месяца у нас процесс занял. То есть не очень долго. Да, это после вот этого времени ожидания, когда вам дается когда ты подумать? подал, да, файл, after you file, тебе дается, да, там, по-моему, 60 дней в нашем штате, и потом, как бы, потом 3 месяца. Окей. Если не быстрее. После этого, как бы, ограничений нет. Насколько быстро вы подпишете документы, настолько быстро это все уложится. Мне кажется, сейчас даже легче, потому что все probably online, все на наш files. У нас были как бы документы бумажные, которые можно подписать или посмотреть. Каждый раз ты берешь настоящие документы, если на случай, если другая сторона подпишет, тогда готово, да. То есть, мне кажется, сейчас как бы... То есть, да, у нас не было никаких больших... Ну, как бы несколько раз мы как бы взад-вперед, когда мы обговаривали какие-то детали. Но в основном у нас как бы более-менее быстро процесс прошел, мне кажется, около 3 месяцев. Да, это было давно, 17 лет назад. Ну да. И, может быть, ты помнишь, сколько примерно часов адвоката вы оплачивали? Я помню, сколько нам стоил адвокат. Адвокат нам стоил 2500.
Окей. Потому что, опять же, вот было очень мало взад-вперед как бы разговоров. Мы очень быстро как бы согласились, скажем так, об условиях контракта и двинулись вперед с нашей жизнью. И расскажи, что было после. Насколько я понимаю, у тебя была очень тяжелая история с недвижимостью, да? Да, история с недвижимостью — это тоже, к чему тебя не готовят, да, то есть, опять же, я не знаю, как бы у нас не было, скажем так, огромной недвижимости или какие-то запасы денег, да, то есть обычная семья, мы как бы, у нас был дом и у нас была квартира, потому что мы ее сдавали как бы другим. Проблема была с недвижимостью была в том плане, что рухнул рынок, рухнул рынок Это недвижимости. 2008 год был? 17 лет назад это что было, да. Да, 2007 год. Да, все рухнуло, все обесценилось, и поэтому нам было очень сложно продать дом. То есть у вас, получается, недвижимость стоила дороже, дешевле, точнее, чем вы ее покупали? Чем мы за нее должны Окей. были. Да. Поэтому, да, было сложно сдвинуть это с места. Дом остался за мной. Я как бы зарабатывала недостаточно, чтобы держать этот дом на себе. И то есть продали мы дом в убыток. И вы остались еще, ты осталась должна банку? Да, я досталась должна банку, exactly. Поэтому я прошла через процесс банкротства после этого, потому что сумма была просто неимоверная. И так как у меня не было возможности выплатить эти деньги ни в каком виде, то есть это был еще один процесс после этого, да. Расскажи про процесс банкротства. Процесс банкротства на самом деле не очень сложный, скажем так, если тебе нечего прятать, да, то есть есть специальная организация, это все делается как бы очень, я бы не сказала легко, эмоционально это очень как бы тяжело переносить, потому что это все-таки большая часть и большая потеря. То есть это просто формы, которые ты заполняешь формы, ты подаешь свои финансовые документы, и это все очень быстро происходит. Тебе назначается как бы твой представитель, ты приходишь в суд. Мне кажется, есть специальный суд банкротств, который вот все приходят, и ты просто пришел, судья посмотрел, подписал. Okay, makes sense. Все это да. Некоторые вещи такие, например, если у тебя есть долг за налоги, и если у тебя есть долг за школу, за обучение, они не прощаются в этом случае. Но тебе прощаются долги вот как за недвижимость. Это был единственный огромный долг в моей как бы истории, но я работала в компании как бы non-profit организации, зарабатывала мало, и поэтому у меня был ребенок, скажем так. То есть это все цифры показали, что я не смогу выплатить это, скажем так, не причиняя какой-то damage моей семье, да, и статусу ребенка и такого плана. То есть поэтому, да. И долг тебе прощается полностью, независимо от того, сколько ты в будущем будешь зарабатывать. Да. Долг прощается полностью. Это, конечно же, абсолютно убивает твою кредитную историю. То есть абсолютно. Ты не можешь взять ни одной кредитной карточки 10 лет. Это как бы влияет на твою историю. И часто, если ты подаешь на кредитную карточку, там вопрос: подавали ли мы на банкротство в последние 10 лет? И поэтому, если ты отвечаешь yes, вы нам не подходите чаще всего. И это был очень, как бы, скажем так, на самом деле немного свободный образ жизни, потому что только покупаешь то, что у тебя есть, скажем так, на что у тебя есть деньги, да. Да, и поэтому вот как бы вот эта сложность. Но из этого несложно, скажем так, выйти. Банки есть, которые дадут тебе займ, может, маленький. Самый, скажем так, с моей стороны, что я нашла удобный вариант, это машину. У меня была машина подороже, но я ее поменяла на дешевле машину, которую просто именно по мне было намного легче содержать и дешевле содержать. И я поменяла на машину, и у меня оказался долг, то есть когда я меняла машину, так как та была БУ, и это была БУ, ну знаешь, когда ты продаешь или покупаешь машину у дилера, ты всегда должен что-то. Но это очень выгодно. И я оказалась должна $3000 за эту другую машину, которую я взяла. И автокомпании дают тебе займ, даже если у тебя было банкротство. То есть ты это сделала сразу же после того, как ты прошла процедуру банкротства? Не очень сразу, но через какое-то время. Да, через какое-то время, может, год,
2 после Окей, этого. окей. Да, да. То есть вначале я даже не думала об этом, но потом, как бы, опять же, та машина, которую у меня, мне было просто дорого содержать, Мгм. и я решила поменять машину, я поменяла, и я им сказала, у меня было банкротство 2 года назад, и они сказали, о, это без проблем. М, То есть и это потому что займ был маленький, да, 3000 это Да. не такой огромный займ, но это абсолютно помогает тебе с твоей кредитной историей сразу. Это Мгм. сразу теперь начинают как бы часы тикать вверх, да, то есть и так вот по чуть-чуть ты как бы здесь, потом многие банки, такие банки, как BCU, например, да, как эти банки называются по-русски, которые как бы Credit Union? как credit unions, да, у них намного легче получить, как бы, да, то есть я Окей. перевела деньги из банка, который был намного сложнее и строже с такими, то есть я перевела свою зарплату и все в credit union банк, который поменьше и снисходительнее относится, скажем так, к людям с плохой историей финансовой. Они мне дали кредитную карточку на маленький размер, да, то есть это был, по-моему, там около 1000 или 1500 долларов, но это помогает. То есть тогда ты начинаешь платить биллы с этими, и выплачиваешь каждый месяц полностью, выплачиваешь карточку, и в течение нескольких лет, то есть твоя история меняется. Скажем так, огромной разницы это не делаешь, если ты нормально живешь и тратишь деньги на то, что ты имеешь возможность тратить. И в конце концов, да, все это уходит в прошлое и нигде не появляется больше. Да, тяжелая история. Сложно, это сложно делать это одной, да, то есть, Мгм. как и все в жизни, как бы, когда ты одна, очень сложно как бы с этим разбираться, но это все возможно. Мне кажется, страшнее всего об этом думать, да, то есть, Мгм. когда ты начинаешь, елки, с какой стороны подходить к этому делу. На самом деле процесс как бы более-менее отшлифован, да, и делать это можно. Знаешь, вот, например, подумай, если кто-то тебе скажет, нам нужны все твои данные, нам нужны твои налоги за последних 3 года. Это сразу тебя угнетает, да, елки, где это все вырывать, да. Но если об этом не думать, а просто пойти и взять, то есть где-то это есть, Ну да. онлайн, зашел, взял. Это неприятно, и всем с этим не хочется. Это такая микростресс, да, то есть такая, с чем тебе надо deal. Но как бы находить какие-то... Сейчас, мне кажется, намного легче. У Нет, нас AI, информация тебе везде просто есть, сказал, да. напиши, и она тебе все напишет. Сегодня самое сложное это вот эмоционально и морально проходить через эти уровни, потому что, опять же, особенно если в семье дети, особенно если ты в чужой стране и все не на твоем родном языке, это приносит какую-то, да, как бы часть вот этой неуверенности, осложняет все немножко с какой-то стороны. Но иметь друзей, иметь систему поддержки важно. То есть часто ты не хочешь сваливать это на друзей, но друзьям надо говорить, все хотят помочь. Поэтому я думаю, что иметь вот круг знакомых, которые тебя поддержат, очень важно. Ну да, и знаешь, твоя история, как бы с одной стороны, ты была вроде как финансово независима, вроде как у тебя была работа, и Мгм. это не та ситуация, когда женщина просто заперта Да. дома и без работы и так далее. Но с другой стороны, ты прошла через банкротство, это то, с Мгм. чем действительно можно столкнуться. Да. Насколько я понимаю, ты не ожидала такого, Да. когда вы начинали этот процесс. М-м. Но я об этом абсолютно не думала. Я все еще надеялась, что мы сможем продать дом. Мгм. И буквально у нас до последней минуты цена на доме стояла такая, что если мы продадим, мы как бы break even, да, все по нулям, все по Мгм. нулям. И у нас это абсолютно не получилось. Нам пришлось в конце концов сбросить цену. И это усложнило все, конечно, намного больше. И так как по документам о разводе дом оставался за мной, даже не считая на то, что мы оба были записаны как владельцы дома, по договору в документах о разводе было написано, что я ответственна за дом. Ты ответственна за продажу, и, За соответственно, все продажу, убытки на да, тебе. убытки или доходы все на мне. Мгм. Просто у меня не было финансовой возможности поддерживать дом одной, я не могла платить как бы вот сумму за дом, который у нас был. Дом был очень дорогой. Ну да. Но ты говоришь, через 10 лет все уходит, да, и вот сейчас у Банкротство тебя уходит. есть новый кредит на дом, да, то есть это Да, они 10 этого лет. уже не видят просто, да, когда? Абсолютно исчезает с твоей истории, да. Окей. Это абсолютно уходит с твоей истории. И даже если у тебя было банкротство, то есть, мне кажется, это не самое страшное, что может случиться, потому что, мне кажется, я купила дом
когда еще было меньше, чем 10 лет после банкротства. Потому что банкротство – это, конечно же, большое, скажем, такое клеймо на твоей финансовой истории. Но твоя кредитная история, то есть как ты себя ведешь с кредитом, который ты можешь получить, очень важна. И банки часто смотрят на это. То есть все равно мы люди, все равно там сидят люди. Иметь хорошего финансиста очень важно. Они знают, как говорить с банками, да, когда ты делаешь займ на дом. То есть показать, что у тебя была прекрасная финансовая история до этого, независимо от банкротства, очень важно. То есть дом я купила до того, как прошло 10 лет с развода. То есть они видели твое банкротство и все. Да, банкротство все равно еще показывалось, но это не сказалось на том, то есть, чтобы мне дать займ. Вау. Да. Нет, ну это прям очень такая inspiring история, действительно. Спасибо. Наташа, Это сложно, никто, знаешь, как бы с разводом, самим разводом. Есть такой журналист, у него есть подкаст, его зовут Дэн Савидж, он из Сиэтла. И он обычно говорит о отношениях. У него есть подкаст, называется Savage Love. Я не знаю, почему я его рекламирую здесь. Ну, потому что тебе нравится? Потому что он мне нравится. И очень много разговоров, которых я слушала как бы с его подкаст, мне помогли. Потому что он говорит об отношениях. Потому что клеймо банкротства – это как клеймо развода. Да? То есть вот развод – огромная такая часть всего этого процесса, о котором мы с тобой говорим, то есть то, через что я прошла, потому что ты делаешь это решение. И потом это получается твое решение. То, во что ты окунаешься после этого, получается твоя ответственность. Да, вот. Ты этого захотела, ты так сделала, вот теперь постелила и ложись. Поэтому очень сложно эмоционально нести это все в себе, да, то есть как бы понять, что ты это сделала, и как бы быть в том месте, когда ты понимаешь, что ты не заслуживаешь за это наказание. Но о чем Дэн Савидж говорит о разводах, это то, что это все намного более, скажем так, комплексно, чем оно должно быть. Развод – это просто конец отношений. Все отношения в нашей жизни закончатся, пока одно из них не закончится, которое одно из них будет идти. Да? До этого все поломаются. Да? Мы все встречались с кем-то до наших отношений сейчас. Все они развалились, разошлись люди почему-то. Пока одно из этих отношений не останется. И на развод нужно смотреть просто как вот все было хорошо, оно просто прожило свой курс. И вот здесь это заканчивается. Вообще идея от него была, все отношения должны быть на 5 лет. Все замужества должны заключаться на 5 лет. Через 5 лет у тебя есть возможность переговоров. Продлить контракт. Продолжим это 5 лет контракт или не продолжим. То есть и в таком плане, да, то есть относиться к этому как просто вот в случае жизни. Так получилось. Люди разошлись. Мы думали, что мы подходим и что это будет навсегда. Получилось по-другому. И из-за того, чтобы ломать себе жизнь, обоим сторонам намного легче выйти и найти другие пути в жизни, и найти место, где ты думаешь, что ты принадлежишь, и что работает для тебя. И сложности есть, мне кажется, в жизни сложности всегда есть. Зависит от того, как ты на это смотришь, какие варианты ты себе предлагаешь. Неоднозначно. И знаешь, что мне отзывается то, что сейчас говоришь, потому что, мне кажется, это еще больше в нашей ментальности ощущение, что вот если ты вошел в отношения, то это на всю жизнь. И особенно, ну, я не знаю с точки зрения мужчин, но с точки зрения женщин я знаю, что очень часто женщин винят, что это она виновата, она не сохранила отношения. Вот. И если ты еще на себя накладываешь эту вину дополнительно, помимо того, что ты переживаешь стресс, это, это очень больно. Сложно. Мне кажется, этот процесс сложнее для женщин. 100%. Эмоционально, морально, финансово. Как мы знаем, до сих пор женщины зарабатывают меньше, чаще они, может, не на таких ведущих позициях. Очень часто женщины дома с детьми как бы неоплаченно работают как мама и хозяйка дома. Поэтому, чтобы просто выйти ей из брака, все усложняется сразу же, да, то есть это надо искать работу. 100% вероятность, что муж будет пытаться не платить тебе половину своего дохода после развода. Это случается часто. Мы это все знаем. То есть
Если это только случилось, люди молодые, и у нее есть время пойти, например, в школу, может вернуться, или найти работу, она не настолько утеряла навыки после пару лет, не находясь на рабочем месте. Но если человек провел в замужестве долгое время, сидя дома с детьми, скажем так, или занимаясь, не сидя, сидя это плохое слово, женщина дома никогда не сидит, мне кажется, работая дома с детьми, это, скажем так, та практика, которую сложно перевести в корпорационный мир, например, Мгм. да, особенно если она занималась, может, волонтерством, так бы дети в школе, когда они уже подрастают и не маленькие, часто женщины находят волонтерскую работу в школах, да, в других организациях, где они хотят делать какую-то работу, скажем так, и оставаться дома или находиться большую часть дома. Это усложняется очень быстро, потому что наш прогресс двигается так быстро. Кто будет нанимать 40-летнюю женщину? Намного сложнее женщине, которой, например, 45 лет, без навыков, вдруг сейчас найти работу. Даже если у нее было образование 20 лет назад. 20 лет вне, как бы, скажем так, корпорации или работы, за которую платят, очень сложно вторгнуться в это место опять. То есть начинать надо с нуля. И это намного серьезнее. Мы также знаем, что часто, когда домашнее насилие Мгм. или возможность домашнего насилия при таком процессе, при разводе, часто это может как бы escalate или подняться что-то, и это намного сложнее. И это страшно, и это чревато. И есть курсы, есть, я знаю, у меня как бы номеров телефонов нет. Seattle Police Department, у них есть специальный отдел, который занимается этим. Есть организации в нашем штате, есть места, где женщины могут найти безопасность с ребенком, куда они могут переехать, куда их перевезут, где им помогут переехать. То есть Seattle Police Department, у них есть эти ресурсы. У Мгм. них есть ресурсы, когда за тобой приедут, возьмут тебя с детьми и перевезут тебя скрыто, когда тебе угодно, где где никто не будет знать, где ты находишься. То есть долгое время, в зависимости от того, от ситуации. То есть я однажды попала на курсы, не на курсы, а на класс, как бы по домашнему насилию и разводе, и как из этих как бы отношений уйти. И это страшно. Это абсолютно не надо воспринимать легко, если есть возможность, даже самая маленькая. Надо делать это все в безопасности и найти ресурсы до того, как что-нибудь меняется с вашей стороны. Да, спасибо Решение. большое, что ты говоришь об этом, потому что это действительно очень страшные Очень сильно. вещи. Мгм. И я рада, что в этой стране действительно есть рабочие Мгм. пути решения. Другое дело, что это требует огромной силы воли Мгм. и намерения пойти в это Мгм. и закончить. То есть там понятно, что если человек боится попросить помощи, ему никто не сможет помочь. Мгм. Ей, точнее, в этом Да, случае. да. Но здесь действительно есть много ресурсов. Здесь может быть Мгм. ордер, который запрещает человеку приближаться, Мгм. да, Мгм. и, ну, в отличие от других стран, где намного хуже с этим. Да, Здесь действительно есть помощь от государства. Есть ресурсы везде. Опять же, Seattle Police Department, any Police Department может помочь найти ресурсы 100%, да. Здесь это воспринимается серьезно, благодаря женщинам, которые проложили путь в эту сторону, поэтому абсолютно пользуйтесь. И психологическая помощь, насколько я понимаю, тоже есть Да. бесплатная. Да, есть группы поддержки, есть классы. Во-первых, адвокаты, семейные адвокаты знают эти ресурсы все, они Мгм. сталкиваются с разными. Есть специальные компании, которые, потому что мы говорим как бы мамы или женщины, часто иногда отцы, мужчины оказываются в других ситуациях. Здесь есть организации, адвокатные фирмы, есть ресурсы для всех, для мужчин. Есть специальные, которые специально занимаются правами мужчин при разводе. Есть организации, которые занимаются разводами, где стороны не могут найти соглашение. Да? То есть у них есть ресурсы, где у них есть медиатор, который приходит и разговаривает, когда обе стороны не разговаривают друг с другом вообще. То есть это делаешь через абсолютно других людей. Поэтому, да, ресурсы есть, их надо обязательно использовать. Даже если это дороже стоит. Даже если это дороже стоит. Если можно выбраться из банкротства,
через 10 лет можно выбраться из, знаешь, развод, который вместо 2500 стоит 5. То есть, да, это усложняет, да, это дороже, но это стоит того. Мгм. Ну да, это точно, потому что как бы с финансовыми вопросы можно решить, сломанные жизни не факт. Сложно, да. Я не знаю, развод — это такая сложная вещь, потому что это сложно. И часто люди сидят, скажем так, в этом пространстве, думая об этом, потому что, во-первых, страшно изменений, Мгм. ты не знаешь, что будет, ты не знаешь процесса. Ну и во-вторых, это такая, как бы, вот теперь я буду одна. Да, я На понимаю. женщин часто сводится: ты никому не нужна будешь с ребенком. Не знаю, ли мужчины нужны кому-то с ребенком, но вот это вот, да, как бы родитель, у которого маленькие дети, даже не маленькие дети, да, это ответственность, они всегда будут номер один, ребенок всегда номер один. Сложно найти партнера, который хочет быть номер два в твоем списке, как бы, скажем, отношений. Поэтому, но об этом не надо думать, потому что это воображаемые проблемы, это не самое главное в жизни. То есть жизнь людей, женщин специфически, не должна оцениваться, то есть их стоимость их жизни, важность их жизни не должна оцениваться тем, есть ли у них партнер, которому они нужны или не нужны. Главное, что нужна себе. Нет, Главное. 100%, 100%. Ну и, кстати, вот ты говоришь, типа, кому нужна с ребенком и так далее, тоже, мне кажется, здесь немножко по-другому к этому люди относятся. А, Может быть, да. Я не знаю. Но, с одной стороны, я была рада, что у меня не было... Я была рада. Я не была рада разводу, но как бы мне было немножко легче с этим как бы сойтись, с этим решением, потому что у меня не было маленького ребенка, на которого, мгм. мне кажется, это более травматично как бы может сложиться, потому что они не понимают. И не то, что это на них отразится более травматично, надо намного больше приложить усилий, да, то есть и сложнее. Дети маленькие сложно. Большие тоже сложно, но маленькие сложно, потому что совершенно другой, потому что они, например, нужен бэйбиситер, если тебе надо поехать в суд М, или куда-то выехать, да, тебе нужен это дополнительные расходы, которые многие не могут себе позволить, может, сразу после развода и финансового какого-то импакт, да, который происходит в этой ситуации. Ну да, то есть ты и так тратишь очень много денег, и не факт, что у тебя есть какие-то дополнительные деньги в этот момент на Мгм. нянечек дополнительных, еще что-то. Да, да. То есть это сложнее. Хотя я ни в коем случае не говорю, что если у вас маленькие дети, ждите и терпите, или как-то, опять же, все, что это значит, это просто, что нужно найти дополнительные ресурсы в системе помощи женщинам или родителям здесь с маленькими детьми. Наташ, спасибо большое, что рассказала эту историю. Это очень смело, действительно, потому что я понимаю, что это, ну, настолько травматичное событие в жизни, Мгм. что ты открываешься. Да. Да, я уверена, что это может кому-то помочь, потому что это то, что случается с огромным количеством людей. Мгм. Да. Да, я решила как бы рассказать об этом, потому что ни в коем случае не обвиняя одну или другую сторону. Опять же, жизнь случается, но просто чтобы дать, как бы, да, поделиться опытом и тем, что жизнь продолжается и все налаживается, если приложить усилия. Спасибо большое. На самом деле, под твоим первым интервью очень много людей писали, что ты прям дала им надежду, что ты их заряжаешь позитивом и так далее. И Я да, очень рада. Я очень рада, да, спасибо. спасибо большое. Если будут вопросы, пишите, Мгм. мы ответим. Обязательно дадим все ссылки на ресурсы Мгм. в описании. И до встречи на следующей неделе. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, Наташа. Спасибо, Наташа. Пока.